Здравствуйте! Вы на канале 11 приемных детей и наша жизнь. Меня зовут Светлана. Подписываются новые люди, новые друзья, новые зрители появляются, задаются новые вопросы, кто мы, о нас. Поэтому в начале этой рубрики я хочу сказать, что меня зовут Светлана, мне 47 лет, моего мужа Ивана, ему 48 лет, и у нас 11 прекрасных детей. Дети, рожденные сердцем. Дети живут с нами. Старшему сыну сейчас 20 лет. Он учится в техникуме на электрика. Он сейчас в данный момент находится в Сочи парке, поэтому его нету на видео. В Сочи парке он проходит практику. Учится он последний год, а потом пойдет в армию. То есть вот такие у нас события в семье происходят. Завтра 10 число, 10 января. Завтра мы идем в школу, в детский сад. Тем более перед школой вся семья была на больничном. В наших видео мы показываем о нашей жизни. Мы не все показываем. Вы знаете, мне совсем некогда гулять по другим каналам, но изредка некоторых друзей поддержать охота просмотром. Ну и уже подружились с ними, забегаю изредка. И вот иногда я слышу такие высказывания. Хоть бы оставили камеру и провели время с семьей без камеры. Иногда наоборот, а где вы были? Ну вот, чтобы таких вопросов не возникало, я хочу вам сказать, что наша семья, так как у нас детки уже взрослые, половина деток, и они иногда тоже читают комментарии, вот как-то у нас был день желаний, и мальчики поменяли себе желания. И попросили: мама, папа, не показывайте. Мы просто им отдали коробки и все. Да, к сожалению, есть некоторые плохие высказывания, они почитали и решили не показывать. Также старшие мальчики не пускают с камерой, ну не то, что не пускают, они один раз попросили, я очень уважаю их мнение, чтобы хотя я до этого была у них в комнате, уже там очень много изменилось, и мебель поменялась, и полочки, и диванчик новенький появился, но попросили не заходить. Объясню почему. Валера где-то выставил фото своей кровати и потолок, лампочку вот так. И кто-то написал чухальник или еще что-то. Валера очень расстроился. Я ему сказала: сыночка, на этой фотографии ничего, там даже ничего не видно, там просто видно было люстру. И то лампочки в потолке, вот эти встроенные. И все. У них в комнате по углам и в середке лампа и лампочки сделаны. Встроенные лампочки в потолок. Ничего там не было видно. Это люди из злости, из зависти, а может быть просто вот чтобы гадость сказать. И мальчики попросили, чтобы я к ним в комнату не заходила с камерой. По крайней мере, пока. Я очень уважаю их мнение, поэтому с камерой, в принципе, я к ним в комнату не захожу. Я не думаю, что они долго будут скрываться, но пока не захожу в их мужскую половину вообще. До этого я заходила, даже уже на канале где-то есть видео у нас на канале 11 приемных детей. Но уже много изменилось, я вам еще раз говорю. Мы только переехали 2 года назад. Мы приехали без мебели, без ничего, поэтому мы потихонечку обустраиваемся, все покупаем. У нас даже ни шторок не было, ни кастрюлек, ничего. Мы все начали жизнь с нуля. То, что мы перевезли на легковых машинах, мы перевезли 2 легковые машины, и на грузовой у нас наша грузовая машина. Папа на ней, не на УАЗике, а на грузовая была, мы ее продали. То, что папа перевез, что туда, ну там холодильник, камера морозильная, телевизоры, это мы перевезли, и то уже некоторые даже здесь купили. Но вот такая наша семья, дом мы купили, потихоньку двора обстраиваем. То, что во дворе, это уже все мы сами сделали. Сейчас пристрой хотим делать. Забора у нас не было, был только на лицевой стороне забор, и все.
3 стороны. Это все делали мы. Это все. Дао, здравствуйте. У девушек есть серьги или только будете покупать? Только будете. У всех детей есть серьги. У нас 4 дочки и я, девочка тоже. Нас 5. У нас есть у всех серьги. Серьги девочкам мы кололи ушки всем сами. Мы кололи примерно сразу через... Василисе, по-моему, даже через неделю прокололи. Снежанке, наверное, через недели 2. Ульяне тоже, наверное, через неделю. Анюте тоже. Получается, мы сразу всем кололи серьги. И у девочек есть золотые гвоздики и серьги. Я считаю, что это обязательно. Вообще, мое мнение такое. Я люблю золото. Считаю, что очень важно детям купить золото, пока они молодые. Потому что потом они встанут на самостоятельный путь. И очень долго, если они супер самостоятельные не станут, очень долго они не смогут ничего себе купить. Но это мой девиз, мое понимание такое, потому что вот все, что у них сейчас есть, я не думаю, что, уйдя из семьи, я бы хотела, чтобы от меня никто не уходил, но получится все по-разному, правильно? И вот то золото, которое они заимели сейчас, мы стараемся, допустим, вот у девочек гвоздики, вот они, эти гвоздики, у Снежаны шарик, у Анюты квадратики такие, они их смогут носить, даже если им будет 20 лет. То есть сразу покупаем не детские. У Снежаны были первые, мы покупали детские, потом уже такие купили. Но больше мы стараемся детское ничего не покупать, потому что сразу взрослое. Ну вот у них такие гвоздики у девочек, что они сейчас их носят. Почему носят именно гвоздики? Гвоздики я покупаю закручивающиеся, потому что много потеряли. Вот прям потеряли. И Снежана, и Василиса потеряла, Ульяна потеряла, и Анютка потеряла. По-моему, Снежана ничего не теряла. Анютка потеряла, и Снежана она потом одевала, тоже потеряла. Поэтому я стала гвоздики. Вот сейчас мне нравится, и купили мы им закручивающие. И девочки вот уже по 2 года их носят, и ничего с ними не случается, и мы им и не снимаем. Девчонки бижутерию одевают на себя, а золотые гвоздики так и носят. Да, серьги есть, гвоздики есть. Это моя такая принципиальность. Мне хочется, чтобы у детей это было. Ну, какая-то поддержка такая, что вот они из дома выйдут, и вот у них уже как приданое какое-то будет. Так думаю я. Насколько помогаю, насколько есть возможность купить. То есть вот когда у нас есть, мы покупаем. Вот так. Раиса Аршинова. Здравствуйте, Раиса. Такие белокожие Василиса и Рома, они не сгорают на солнце или как-то защищаются от него летом. Я сгораю моментально, хотя и была когда-то черноволосая. Раиса дома не сгорает. На море мы первый год, когда приехали с Бурятии, мы все сгорели. А уже последующие годы мы уже как-то, видать, адаптировались к этому климату. Ну, Ромка, Анюта и Ваня, у нас даже вот видео есть на нашем канале, на море. Все, я им футболки. Снежане не надо ничего, Максиму не надо ничего. Рома, Анюта, Ваня, это сразу надо одевать футболки. Василиса как-то не было у нее такого, чтобы она так обгорела. Но тоже она ходила в футболке, да. То есть они ходят в футболках, этим сразу маленьким надо одевать, потому что Ваня с Анютой, они вообще в море не купаются, а на берегу в песочек постоянно играют. То есть у них такая игра. Поэтому, да, это их проблема. Дома мы здесь не обгораем, нет. А вот на море, когда приезжаем, там, да. Алекс Кубе. Я опять извиняюсь, если неправильно. Очень люблю плов. Готовлю на глаз. Всегда, да и другие блюда тоже. Расскажите, как на такую большую семью рассчитать пропорции. Например, при готовке плова или супа, чтобы не получилась вода или же риса мало в плове. Всегда восхищаюсь поварами в столовых, но у них образование повара. Поделитесь
правда интересно. Но у нас нету такого. Я готовлю на свою семью. Допустим, я знаю точно, на мою семью надо готовить килограмм риса. В этот раз Иван меня уговорил приготовить 2 килограмма риса. Риса осталось много. В общем, мы его тут раздавали всем. Поэтому я знаю, что на мою семью надо килограмм риса. Я уже знаю, сколько надо моркови, много. Я уже знаю, сколько надо лука. Поэтому как бы таких проблем у меня нет. Я знаю, какую я кастрюлю беру, сколько туда надо положить картофеля, сколько туда надо положить капусты, сколько чего и как бы я хотела. То есть я тоже готовлю на глаз. Я хозяйка, я в своих кастрюлях отдыхаю, я знаю, на какую кастрюлю я добавляю сколько сахара. Я варю компот, всегда добавляю кружку сахара. У меня любят сладкий компот, мы варим его каждый день, почти, редко когда не варим. Поэтому если я чуть-чуть, вот сколько пробовала, думаю, чуть-чуть не досыпать, ну сахара поменьше детям, все плохо пьют. Все, вот эта кружка, это стандарт. Я добавляю на одну кастрюлю. Если варю другую, это другая кружка, туда идет сахара. То есть тоже стандарт. Поэтому, как готовлю, ну, наверное, как и вы дома готовите. Допустим, чтобы... Вы же знаете, сколько уже надо. Вот у нас, допустим, я на детей смотрю. Если дети очень голодные, очень, надо сварить 3 пачки по 400 грамм макарон. Чуть-чуть останется. Если они очень голодные, я сварю 2. Вот кто-то обязательно, человека 2 скажет, еще хочу. Поэтому я думаю, я лучше сварю лишнее. Пусть будет чуть-чуть, чем они не доедят. Вот так вот. Это не значит, что у нас съедается все. Поэтому... Как бы вот сегодня много пиццы сделала очень. Остались. Я пиццу завернула в полиэтилен, в пленку в эту, убрала в холодильник. Завтра я с утра достану детям, кашку сварю молочную и достану пиццы. Также вот сегодня всего 2 блюда пельмешек наляпала быстро. Мы покушали с детьми, еще и детям всем, еще даже осталось в чеплашке. То есть иногда могут много, но сегодня настолько наеты. То есть мне вот надо смотреть, в каком состоянии мои дети. Либо они голодные, либо они не голодные. Они, то есть, целый день кускоманят, конфеты. Снежана приедет, я раздам всем конфетки, потому что конфеты в свободном доступе не лежат. Они как бы в свободном доступе. Но тогда они будут их есть очень много. Поэтому конфеты находятся здесь вот в шкафу, прям в гостиной. Они достают при нас, раздают по 2, по 3, но это через каждых 1,5 часа, через час. Через 2 часа подходят, дайте, дайте. Поэтому смотрю, если они голодные, то я лучше сварю 3 пачки. Иван у меня даже спрашивает, ты варишь 3 пачки? Ваня, они голодные, они съедят. И вот 2,5 съедят обязательно. А положу, высыплю 2, чуть-чуть останется. Но если они вот заедые такие, это прям видно. 2 пачки варю, и то не съедят. То есть все на мою семью, все надо смотреть. Нету никаких стандартов по состоянию детей. То есть сейчас вот они очень сильно за эти выходные, за эти праздничные дни, они настолько переели, уже все стоит, все лежит, и уже и конфеты, и печенье, и все, что хочешь, уже это настолько сухарики вкусные дома. Никто ничего не кушает, никому уже ничего не надо. Уже так ходят, что-то повкусней. Ну, вот так вот я ответила на ваш вопрос. Наталья Мананенко. Наталья, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. А как Валера растет? За полгода последних сильно вырос. Я с 11 лет страдала тоже болями в ногах. Кровь носом шла, мама водила по врачам. И помню фразу «организм не справляется с ростом тела». Даже на коже следы были. Была здорова абсолютно. Но вот такая проблема была с 14 лет.
все наладится. Знаете, Наталья, когда я прочитала ваш комментарий, я тоже с вами согласна. Да, на самом деле Валера с нами живет 2 года только. И он за эти 2 года из маленького ребеночка, мальчика, вырос, я его Богатырь мой зову. Говорю, ну надо же, откормила как. Вот у нас на 11 приемных детей есть сообщество, и там я выставляла фотографии, там их 3 ребятишек в клоунских этих или просто. И вот он посередочке там стоит, он совсем маленький мальчик. И я думаю, что так и есть. Причина в этом. У него на самом деле на спине появились растяжки. То есть он вырос очень сильно. Да, он стал, посмотрите, он почти ростом, как я. Он большой стал, он папины вещи одевает. То есть он вырос, да. Я думаю, что это одна из причин. Шолпа. Сколько раз в месяц закупаетесь? Вы знаете, это такая проблема. 2 раза в месяц, в начале месяца и в середине всегда стоит цель закупаться. То есть сначала мы едем на большую сумму, закупаемся в магазине, где мы покупаем химию бытовую, где мы покупаем крупы, муку. Сахар я покупаю всегда. Есть сахар дома, нету, я покупаю всегда. Масло подсолнечное 5-литровыми бутылками я покупаю всегда. Есть, нет, я обязательно одну куплю. И вот, которые уже были, с них трачу, а потом вот к тем у меня такой круговорот, но у меня панический страх, что может не быть дома денег и не будет продуктов. Крупы, возможно, я подкупаю некоторые, потому что постоянно забито. Покупаю. Сладости покупаются всегда, они всегда съедаются. Поэтому раз в месяц, 2 раза в месяц заезжаем вот в магазин, обязательно большие закупки делаем. 2 раза в месяц обязательно ездим за большими закупками на рынок. 2 раза в месяц мы покупаем по 2 мешка картошки. 1 раз покупаем 2, потом едем 2 покупаем. Как бы постоянно мы покупаем картошку и тратим, почти всю съедаем. Потом мясо мы тоже покупаем 2 раза в месяц, много покупаем. Но все продукты покупаются не потому, что они закончились. Как бы это можно в простой семье, где, может быть, 2 деток и 2 родителей, позволить себе, ой, все закончилось, побежим-ка мы закупимся. Здесь не так. Здесь страшно остаться без продуктов, а вдруг завтра приболели, не смогли выехать, а вдруг... Поэтому продукты есть, но я их заново закупаю. То есть есть продукты, которые долго хранятся. У меня всегда в запасе были. Вот в том году был коронавирус, нас посадили, сказали хотя бы на месяц, чтобы были закупки. Я посмотрела, что мы с детьми по моим запасам очень хорошо проживем 3 месяца, не экономля ни на чем. Будем печь хлеб, будем все делать, и мяса было достаточно. Что мы 3 месяца, и порошки были закуплены, все было сделано. Я посмотрела, что 3 месяца можно не выезжать. Ну, при всем, что мы все равно выезжали, что-то подкупали. Ну, вот так. Нету такого, что каждый день я хожу, ой, сегодня я хочу сварить суп, вот надо купить то-то, то-то. Нет, это очень много денег надо. Это могут позволить себе люди, когда немного народу. Да, они запланировали, они разложили деньги по кучкам. Эту мы сегодня кучку истратим, эту завтра, эту послезавтра. Не хотим, чтобы дома залежи были. На нашу семью это не пройдет, потому что нас слишком много. И чтобы с нашей семьей не жить с запасами, но это страшно. Ну, по крайней мере, для меня. Может быть, кому-то и не страшно. Я не хочу никому навязывать свое мнение, я рассказываю, как у нас. Анастасия Сорокина. Здравствуйте, Анастасия. Вы пишете: здравствуйте, моя мама тоже всегда оставляла записки. Меня это зацепило. Это оказалось очень важное дело. Мамы нет уже. А недавно с сестрой нашли несколько записок. Сколько в этих записках любви. Я плакала. Вы знаете, Анастасия,
Я когда прочитала, вот у меня даже сейчас скулы сводит, я тоже прослезилась, потому что мне тоже мама оставляла записки, и я тоже находила ее записки после смерти. Тоже нюхала их, читала. Это очень здорово. Это такая частичка тепла. Вас даже поддержала Марфа Ивановна и Анастасия. Анастасия, это вы написали. Ну вот Марфа Ивановна вас поддержала, написала, что ее тоже цепляют такие ситуации. Добрый вечер. Можно вопрос? Валентина Саркисян. Здравствуйте, Валентина. Есть разница между девочками и мальчиками? Мальчиком, и что? Валентина. Конечно, есть. Вроде бы и нет, вроде все дети. Вроде смотришь, с мальчишками легче. А вроде смотришь, и с девчонками легче. У нас еще дети, я очень люблю своих детей. У нас дети, они... Мальчишки, парни покладистые все. Парни, вот если честно, ни один парень мне ни разу не нагрубил. Вообще не нагрубил. Пока. Переходный возраст. Ой, Ванька скоро вырастет. А может быть и не будет. Разница в чем? Ну, чуть сегодня Снежана 7 лет губы накрасила розовой помадой и ходит на роликах, катается. В чем разница? В телефоне смотрю, чем занимается. Девчонок одевает эти куклы такие, программа. Она вот им прически делает, она их одевает, наряды меняет, показывает. Мама, смотри, какая у меня модная девочка. Она за модой следит. А мальчишки что? Им ничего и не надо. У нас Никита, кстати, один раз даже сказал, везет же девочкам. Девчонкам больше надо. Это девчонки, они всегда такие были. У парней есть 2-3 костюма и брюки. И им вроде бы и достаточно, они больше и не просят. А девчонкам и надо, и надо, и надо. Но это приятно. Чем они отличаются? Девочки рядом с мамой хотят быть, вроде бы и с папой. Мальчишки, да, тех больше вот интересует что-то, что отец делает, заглядывают. Сейчас Влад вернется, к Владу там, к машине, ко всему. В чем разница? Ну, наверное, в самом мышлении девочки, они и уберутся как девочки, хотя мальчики тоже стараются это делать, но у них все равно что-то так не получается. Но девочки, они, как говорят и в Африке девочки, девчонки, они яркость какую-то дают. У мальчишек как-то все ровно, у них без претензий. А эти нет, эти такие. Допустим, Снежана с Анютой, Ульяна со Снежаной живут в комнате, Василиса с Анютой живут в комнате. И вот Снежана с Ульяной убираются, но взрослые девочки взяли их себе в помощники. То есть эти пыль вытирают. Ну, я посмотрела, что ничего они тяжелого их не заставляют делать, пусть учат. Я их не советовала им это делать, они сами так придумали. Я сказала, полы только пока не заставляйте, не надо. Ну, вот они окошки протирают, там складывают что-то. И тут узнает Снежана, что они дежурят. Забыла. И ко мне прям с таким, а мама, а что мы сегодня опять дежурим? Я говорю, ну посчитай, да. У мальчишек такого нет, они. Да, дежурим, да, будем дежурить. У нас в этом году начали дежурить Максим с Костей. Но они вдвоем дежурят в комнате, убираются. Я сначала им разрешала только подметать, и сейчас Максим уже в 3 классе вытирают, уже полы моют в своей комнате. Поэтому, то есть это не каждый день, это получается раз в неделю они моют полы в своей комнате, поэтому в своей именно комнате. Поэтому так вот получается. Сейчас, получается, в этих 2 комнатах живет 1, 2, 3, 4, 5 парней в 2 комнатах живет сейчас. И вот они в этих 2 комнатах, одна комната маленькая, другая побольше. Вот они в этих 2 комнатах моют полы.
Ну вот вопросы, которые я сегодня подготовила. Я очень рада, кто был со мной. Спасибо вам большое. Спасибо, что пишете вопросы. До скорой встречи, друзья.